Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». Я Светлана Пикта. Здравствуйте, Борис Леонидович. Всем добрый день. Ну что же, Веронский экономический евразийский форум проходит на этот раз в Объединенных Арабских Эмиратах. Таковы реалии политические. Расскажите, что там происходит интересного для нас. Для меня вообще очень обидно, что этот форум, конференция, если угодно, обычно остается на задворках внимания наших крупных СМИ. Действительно, он уже далеко не первый раз, действительно придумал его в свое время глава Роснефти Игорь Иванович Сечин. Проводился он в Вероне, в Италии, до той поры, пока итальянское правительство не смогло убедительно доказать, что главное из наследий исторического для этого правительства является наследие Бенито Муссолини. Теперь он проходит в самых разных городах, которые более достойны, которые понимают, что такое Евразия. Далеко не все политики Европы понимают, что на глобусе планеты имеется что-то, кроме самой Европы и Великих Соединенных Штатов, поэтому туда, где больше понимания. Форум на самом деле хорош тем, что там собираются не просто политические деятели, лидеры каких-то крупных транснациональных компаний, это в основном те люди, которые действительно помнят, что такое цели устойчивого развития, не устойчивое развитие, как нам сейчас любят повторять СМИ, а то, что было решено Организацией Объединенных Наций. Когда нам говорят про устойчивое развитие, почему-то сразу всплывает необходимость бороться с какими-то там тепловыми выбросами, за декарбонизацию и прочее. Цели устойчивого развития определены в 2015 году, список 17 целей определено. Первая – борьба с нищетой, вторая – борьба с голодом. И традиционно на Веронских форумах собираются люди, которые вот помнят, как выглядит этот список, как выглядит приоритетность. На седьмом месте доступ к качественной, недорогой электрической энергии. Ничего не сказано ни про декарбонизацию, ни еще про что-то. То есть это, если вы слышите, что устойчивое развитие – это отказ от угля в энергетике, знаете, вам врут сознательно или так уже в голове сложилось, что устойчивое развитие – это вот именно борьба с углекислым газом. Нет, это вранье. Немножко другие цели. Какие проблемы на планете? Нищета, голод, отсутствие доступа к качественной медицине, качественному образованию, качественному жилью и так далее, целый список. И люди, которые думают об этом, они отказываются понимать, что энергопереход должен быть строго фиксированным. Энергопереход – это не первый раз в истории происходит. Мы переходим от одного энергетического ресурса к другому, но превалирование одного не означает отказа от другого. У нас есть достаточное количество атомных электростанций, но как-то дрова мы все равно в печке живем. Мы не решили отказаться от них, потому что у нас уже есть приливные электростанции, давайте мы откажемся от угля. Не было никогда такого. Если смотреть на историю человеческой цивилизации, не первый раз мы сталкиваемся с тем, что выясняется, что какой-нибудь природный ресурс в переработанном виде нам необходимый, загрязняет все вокруг. Но когда мы это обнаруживаем, до этого, предыдущие, вот так лет 150, просто создавались новые технологии, которые позволяли бережнее относиться к природе, не захламлять все вокруг себя. Сейчас вместо вот этого подхода нам предлагают нечто варварское. Мы не умеем качественно сжигать уголь, давайте мы от него откажемся. Не придумаем новые технологии, как добиться того, чтобы нагрузка была невелика. Нет, давайте откажемся. Да, я как раз Впервые. читаю, что на форуме обсуждается вопрос, как добиться того, чтобы зеленая энергетика больше опиралась на реальность. Вот я сейчас слышу, что вы как раз об этом говорите. Ну, что касается, я даже не знаю, тут настолько глобальные темы поднимаются, и традиционно, конечно, главное событие форума – это доклад Игоря Сечина. Его по-хорошему надо анализировать. Опять же, потому что этот человек в своих докладах опирается на данные науки, не на слова политиков, какие бы они красивые там ни были, а на то, что происходит в нашей суровой реальности. А суровая реальность,
Что бы нам ни рассказывали про прекрасные красоты солнечных панелей, примотанных к лопастям ветряных турбин, по-моему, еще никто не додумался, хотя в Европе уже хватало всевозможных лозунгов из раздела «Каждой бабе по панели, каждому мужику по ветряку», давайте мы сделаем маленькие солнечные панели, большие и так далее. На языке энергетиков это называется альтернативная прерывистая генерация, причем слово «прерывистая» здесь Главное. определяющее. Пока у нас только Ирина Аллегрова умеет тучи разводить руками, а у всех остальных с этим как-то сложнее. И те проблемы, которые совершенно очевидны, так, не будем углубляться, но как мы потребляем электрическую энергию. Ночью мы спим. В советские времена с плановой экономикой и с заводами, которые работали в 3 смены, в общем-то, уже позади. У нас есть предприятия непрерывного цикла, но их значительно меньше, чем было каких-нибудь лет 30-40 назад. Ночью мы легли спать, остановились трамваи, выключились офисы, магазины. У нас потребление электрической энергии резко снизилось в ночное время. Утром мы традиционно просыпаемся, кто в 7, кто в 8. Первое, что мы делаем, включаем свет в спальне, идем в душ, включается насос, чтобы воду подать, щелкаем кофеварками, чайниками, вот все это мгновенно включается, и пиковый спрос. То есть равномерности у нас по-прежнему как-то не складывается. Есть всевозможные теории, что можно управлять спросом, то есть если предприятиям предложить в часы пикового потребления не потреблять какую-то скидку и так далее. Вот умные приборы будут высчитывать так, чтобы убрать пик потребления. Вот, началась работа, включились все, что в городе включается, вот пик. А если размазать вот это? Если кто-то на полчаса раньше, на полчаса позже, в том числе такие попытки идут и в России. Это действительно снизило спрос на электроэнергию почти на 0,1%. Неплохой результат. На фоне роста в 2%, вот 0,1%. То есть можно продолжать мечтать вот о каких-то таких вещах. Это одна проблема. Вторая проблема, если смотреть на действия Европы, знаменитая директива ВИЭ, директива о возобновляемых источниках энергии, операторы диспетчеры энергосистем в первую очередь обязаны закупать электроэнергию, вырабатываемую на ветряках и на панелях. Прекрасно. Отличная погода, солнце, ветер, все хорошо. Но электроэнергии столько системе не надо. Все, что вырабатывает, не 100%, а 120%. Значит, нужно что-то отключать, либо отправлять в какие-то накопители. Химические накопители по-прежнему очень дорого. В Австралии уже выяснили на живых экспериментах на живых людях. Единственный промышленный накопитель – гидроаккумулирующая электростанция, то есть гидроэлектростанция, работающая в двух режимах. Есть спрос на электроэнергию, сбрасываем сверху вниз, слишком много электроэнергии, не знаем, куда ее деть, включаем насос и поднимаем воду снизу наверх. Но для этого есть требования к рельефам. Перепад высот должен быть хотя бы 70 метров. Все, что возможно в Европе, собственно говоря, уже использовано. Есть какие-то резервы, наверное, остались у Швейцарии. Горная местность позволяет, можно себе позволить где-то еще найти. В России есть целых 2 гидроаккумулирующих электростанции. Блестящий результат. Не исключено, что если удастся реализовать генеральную схему размещения новых объектов генерации, у нас их будет 4. Вот. Может быть, 5. Больше не получается. Просто для того, чтобы было с чем сравнивать, на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики их 12. В России вот пока не получается. Если излишки электроэнергии в системе, нужно что-то отключать, снимать нагрузку. В соответствии с законами Евросоюза выключаются объекты традиционной генерации. Угольная электростанция, газовая электростанция. Они снижают мощность, то есть часть котлов выключается, меньший объем газа подается, меньший объем угля. Все хорошо, тучи, ветер стих. Спрос никуда не делся, надо мгновенно чем-то компенсировать. На то, чтобы поднять температуру
в традиционной на традиционной угольной электростанции нужно согреть котел, подогреть воду, превратить ее в пар, пар отправить на турбину, разогнать турбину до нужных скоростей, в обычных случаях 12 часов, если из холодного состояния. Если то же самое, но с газом, традиционно, газ, вода в пар, пар на турбину и так далее, уже значительно меньше, 6 часов. На самых современных 2 часа. Но 2 часа объединенная энергосистема без необходимого объема электроэнергии – это уже веерное отключение. Никому не нравится. Лет 5-6 назад одним из методов борьбы стали так называемые пиковые электростанции. Это газовые турбины. Там никакой воды, никакого пара. В топку подается газ под высоким давлением, атмосферный воздух, и вот газогорение сразу на турбину. То есть никакого нагрева, ничего такого не надо. Это позволяет, разумеется, значительно быстрее, если брать такие наиболее передовые варианты, разработанные финской компанией Wärtsilä, то с нуля до 100% мощности 90-мегаваттная электростанция, 90-мегаваттные турбины разгонялись меньше, чем за минуту. Невероятное, на самом деле, достижение, позволяющее сгладить все, что угодно. Но при этом расход газа, разумеется, просто невероятный. Это как сесть в машину в холодную и с места на 5-й скорости уйти. То есть ведро бензина улетело. Поскольку турбина в электростанции чуть-чуть побольше по размеру, то улетает не одно ведро, а цистерна. Дорого. Тем более, что возникает сакраментальный вопрос. Вот пиковая электростанция, она называется пиковая, потому что когда пиковое потребление, она обязана включиться. Но пока этого пикового потребления нет, она не работает. Но за это надо платить. У тебя там находится дежурная смена, у тебя подведены все коммуникации. Если речь о газе, то не исключено, что где-то пришлось расширять подземное хранилище газа, то есть все это стоит денег. Совсем просто. И это для того, чтобы реагировать на тот момент, когда стих ветер, или он, наоборот, стал слишком сильным, и в таких условиях ветроэлектростанция работать тоже не может. Тучи пришли, тучи ушли. Вот на все это надо уметь реагировать. Дорого. Ну, именно этот опыт Европа пытается растянуть на все остальные страны, потому что она считает, что так правильно, потому что это директива Еврокомиссии, директивы Еврокомиссии не обсуждают, а выполняют. То есть этот форум – это некое противостояние этому управленческому кризису, который мы наблюдаем в Европе, да, и каких-то, соответственно, не то чтобы экоскептиков, но людей рационально мыслящих, пытающихся предложить какую-то альтернативу этому мракобесию зеленому. Это люди, которые предлагают руководствоваться здравым смыслом. Зачем вот такие эксперименты? Мы время от времени наблюдаем, у нас все СМИ повторяют, в каком-нибудь уголке Европы стоимость электроэнергии стала отрицательной. Вот как здорово, вот какие они молодцы, у них вот доплачивают за то, чтобы электроэнергию забрали. Ну что же, я вижу, вас вдохновило действительно все происходящее на Веронском форуме, так называемом. И я надеюсь, что действительно у нас найдутся трезвые люди, которые смогут воплотить предложенное в жизнь. Вот, а вообще, слушая вас сейчас, я поняла, что это была на самом деле какая-то диверсия, вот взрастить таких управленцев в Европе, которые будут всю эту чушь нести. Это была какая-то диверсия, направленная против Европы, как против германской промышленности, да, вот мы видим комплекс мероприятий, как в армии говорят. Ну, на самом деле там целый комплекс проблем, об этом можно размышлять и размышлять, откуда взялась зеленая повестка, что такое рамочное соглашение о изменениях климата ООНовское, откуда выросло Парижское соглашение, что такое Киотский протокол, но это, по-моему, уже неоднократно на нашем канале поднималось, так что не будем повторяться. На всякий случай напомню, что Парижское соглашение выросло из Киотского протокола. Положение Киотского протокола, отданное на анализ в нашу Российскую академию наук, через 2 года исследований получили вердикт. Киотский протокол не имеет научного обоснования. Точка. Больше никто ничего не отменял, на новые исследования мы больше не шли. Но это отдельная большая тема. Спасибо, Борис Леонидович, за прекрасную беседу. Я думаю, что она была для нас
всех очень полезно. И мы ждем вас в наших эфирах. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.